Жан-Поль Сартр, французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драматург и эссеист, педагог, лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, от которой отказался. Одну и ту же глупость не следует совершать дважды. В конце концов, выбор достаточно велик. Юность весьма странная вещь. Внешне она ярко сияет, в то время как внутри не чувствует ничего. Слова — это заряженные пистолеты. Я всегда могу выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если я ничего не выбираю, я тем самым все-таки делаю выбор. Быть любимым значит чувствовать, что имеешь право на существование. Человек есть лишь то, что сам из себя делает. Для каждого человека все происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему. Смысла жизни не существует, приходится самому создавать его. Женщину, друга или город не бросают одним махом. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Молчание есть аутогенная форма слова. Молчит лишь тот, кто способен что-то сказать. Человек — это не сумма того, что у него есть, а производная того, чего у него пока нет, но может быть. Как приятно впадать в безнадежное отчаяние. Это дает право дуться на весь мир. Если тебе скучно наедине с собой, значит, ты в дурном обществе. Достаточно, чтобы один человек ненавидел другого, и ненависть, переходя от соседа к соседу, заражает все человечество. Если бы только я мог перестать думать, мне стало бы легче. Мысли вот от чего особенно муторно. Они еще хуже, чем плоть. Тянутся без конца, оставляя какой-то странный привкус. Не терплю, когда от меня чего-то ждут. У меня сразу же появляется желание сделать все наоборот. Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами вырвусь из этой мути. Мы становимся тем, кем мы есть, только решительно отвергая то, что другие сделали из нас. Мои воспоминания словно золотые в кошельке, подаренном дьяволом. Откроешь его, а там сухие листья. Просто диву даешься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом. Ты всегда в ответе за то, чему не пытался помешать. Свобода — это то, что я сам сделал из того,
что сделали из меня. У каждого из нас есть свое отчаяние, тенью следующее за нашей уверенностью в себе, за нашим спокойным настоящим. Для того, чтобы сочувствовать чужому страданию, достаточно быть человеком, но для того, чтобы сочувствовать чужой радости, нужно быть ангелом. У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может. Мы не можем вырвать ни страницы из нашей жизни, хотя легко можем бросить в огонь саму книгу. Человек всегда достоин того, что с ним случается. Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Право на любовь мы завоюем кровью. У нас в доме не злословили, у нас с сожалением констатировали недостатки того или иного человека. Сущность человека не предшествует его существованию, он проектирует себя сам и обречен на свободу и ответственность, которую уже не может перекладывать на Бога. Заставить силой учить философию – это плохо, это удел плохих людей. Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать, правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. Сколько я не роюсь в прошлом, я извлекаю из него только обрывочные картинки, и я не знаю толком, что они означают, воспоминания это или вымыслы. Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят, вот и все. Никогда никакого начала. Дни прибавляются друг к другу без всякого смысла, бесконечно и однообразно. Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством. Мир прекрасно обошелся бы без литературы. Еще лучше он обошелся бы без человека. Самое худшее в том, что тебя обманули, это понимание того, что ты не заслуживаешь правды. Любовь не имеет ничего общего с обладанием. Ее высшие проявления предоставлять свободу. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Умные люди не бывают злыми, злость предполагает ограниченность. Суть свободы – это не желание иметь все, что вы хотите, а хотеть то, что вы можете. У каждого настоящего есть свое будущее, которое освещает его и которое исчезает вместе с ним, становясь прошлым будущим. Любящий требует клятвы и раздражается от нее, он хочет быть любимым свободой и требует,
чтобы эта свобода как свобода не была бы больше свободной. Если тебе скучно наедине с собой, значит ты в дурном обществе. Люди как игральные кости, мы бросаем себя вперед по жизни. Проигранное сражение – это сражение, которое считаешь проигранным. Как и все мечтатели, я путаю разочарование с истиной. Если мы должны умереть, то наша жизнь не имеет смысла, ибо ее проблемы остаются нерешенными, и остается неопределенным само значение проблем. Все сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает случайно. Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что умрем. Жан-Поль Сартр. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.